Добрый день, дорогие друзья, вы на канале «Смотри и знай». А знали ли вы, что киви также называют китайским крыжовником и зеленой ягодой? Ученые утверждают, что этот экзотический фрукт крайне полезен для нашего здоровья. А в чем же действительно состоит его польза? Содержание полезных веществ. Во-первых, киви является низкокалорийным продуктом. Энергетическая ценность составляет всего лишь 61 калорию на 100 грамм продукта. При этом на эти же 100 грамм приходится огромное количество витаминов и минералов. Среди них находятся витамин С, В1, В2, В3, В6 и В9, а также кальций, калий, железо, фосфор, магний и цинк. Скушав всего лишь одно киви, вы получите 150% от суточной нормы витамина С, а он в свою очередь играет важную роль для нашего организма. Витамин С является мощным антиоксидантом, который способен влиять на свертываемость крови, а также укреплять наш иммунитет. Бронхиальная астма. Проведенные исследования показали, что антиоксидантные свойства фрукта благотворно влияют на слизистую оболочку бронхов. А такой эффект очень важен при данном заболевании, так как бронхи, контактируя с различными аллергенами, воспаляются и становятся гиперактивными, что приводит к их быстрому истощению. Вещества, содержащиеся в киви, способствуют восстановлению изнуренных бронхов. Также ученые установили, что регулярное употребление этого экзотического фрукта снижает выраженность одышки и звучность сухих хрипов. Такой эффект наиболее выражен у детей, страдающих от этого заболевания. Специалисты в этой области советуют кушать киви хотя бы пару раз в неделю. Улучшает пищеварение. В одном киви содержится примерно 10% суточной нормы клетчатки, что составляет 2,5 грамма. Клетчатка не только является отличной профилактикой запоров, но и восстанавливает естественную микрофлору кишечника. Ученые из Новой Зеландии установили, что в киви содержится актинидин, который способствует расщеплению белка в нашем организме. Также полезные вещества предотвращают развитие анемии на фоне различных заболеваний. Поддержание иммунитета. В ходе различных экспериментов ученые пришли к выводу, что регулярное употребление зеленой ягоды способно сокращать частоту и длительность простудных заболеваний, а также гриппа. Исследования, направленные на другие полезные свойства фрукта, показали, что киви оказывает сильное влияние на содержание витамина С в плазме и мышцах. Оптимальный уровень этого витамина должен составлять примерно 200 мг в сутки, а такой объем содержится всего в двух фруктах. Витамин С воздействует на многие функции нашего организма. Среди таковых находится образование коллагена, нормализация работы сердечно-сосудистой системы, укрепление костной и хрящевой тканей, а также поддержание здоровья зубов и десен. Ускоряет метаболизм. Скорость нашего метаболизма зависит от таких показателей, как баланс глюкозы и инсулина, так как эти вещества способны контролировать нашу массу тела и запас энергии. Киви способствует поддержанию этого баланса, таким образом ускоряя процессы метаболизма в нашем организме. Также содержание витамина С повышает активность окислительных процессов в жировой ткани, что существенно предотвращает отложение лишнего жира. Препятствует развитию раковых опухолей. Об этом полезном свойстве ученые говорят с осторожностью, так как многие исследования еще не подтвердились. Именно поэтому противораковые эффекты этого фрукта разделяют на прямые и косвенные. К прямым относят способность предотвращать повреждение клеток ДНК, что препятствует развитию раковых опухолей. К косвенным же относятся антиоксидантные свойства. Обусловлено это тем, что антиоксиданты способствуют очищению всего организма. Таким образом, шлаки и токсины не успевают навредить организму, что в долгосрочной перспективе может препятствовать развитию рака. Защита глаз. Одной из самых распространенных причин потери зрения является дегенерация желтого пятна. Такое явление подразумевает повреждение центральной части сетчатки глаза. Многочисленные исследования, проведенные за рубежом, показывают, что киви наряду со многими фруктами способны снижать риск данной патологии на 36%. Также этот фрукт нормализует тонус глазных мышц, что предотвращает появление косоглазия и улучшает переносимость длительных нагрузок на глаза. Такими нагрузками является чтение книг и долгая работа за компьютером. Поэтому, если ваша работа чаще всего происходит за монитором компьютера, то нужно ввести в свой рацион достаточное количество фруктов. Снижение артериального давления.
Норвежские ученые провели исследование, в ходе которого было установлено, что ежедневное употребление 3 киви в течение 8 недель снижает показатели артериального давления на 15%. Такой эффект обусловлен антиоксидантными свойствами, о которых мы уже рассказывали выше. За счет них, употребляя киви, вы очистите свои кровеносные сосуды. Также ученые считают, что дополнительный эффект оказывает калий, содержание которого во фрукте достаточно большое. Прочность костной ткани. Витамин К и калий очень важны для здоровья и крепости наших костей. Оба этих фермента содержатся в киви. Американские ученые доказали, что регулярное употребление этого фрукта способствует снижению риска переломов и развития остеопороза. Это заболевание характеризуется снижением плотности костной ткани. Такая проблема очень актуальна для людей старше 50, так как в этом возрасте кости начинают ослабевать. Врачи советуют употреблять киви вместе с другими продуктами, потому что фрукт способен повышать чувствительность организма к различным ферментам. Но киви, как и множество других продуктов, может причинить вред при различных обстоятельствах. Одним из таких обстоятельств является аллергия. Специалисты в этой области утверждают, что если у вас аллергия на такие продукты, как фундук, авокадо, инжир и мак, то киви употреблять в пищу вам противопоказано, так как существует большой риск возникновения перекрестной аллергии. Нетерпимость к этому продукту выражается по-разному. Возможен кожный зуд, крапивница или даже отек некоторых органов. Второй причиной отказа от киви являются патологии свертываемости крови. Экзотический фрукт способен провоцировать дисфункцию этого свойства, а значит повышает риск возникновения кровотечений. Также крайне не рекомендуется употреблять киви в пищу до операций и после них. Людям с заболеванием почек, гастритом и язвами стоит с осторожностью относиться к этому фрукту. Это обусловлено тем, что вкус у продукта достаточно кислый, и это может не очень хорошо повлиять на работу желудка и почек. Также важно отметить, что все специалисты очень рекомендуют кушать киви во время беременности. Он богат кальцием, марганцем, витамином С и другими веществами, которые крайне важны для развития и укрепления маленького организма. А как же правильно выбрать киви? Итак, во-первых, зрелый фрукт должен быть упругим, но при этом мягким, кожура не должна быть сморщена или повреждена. Если плод очень мягкий или присутствуют влажные пятна, это означает, что он уже перезрел и начал портиться. А если наоборот слишком твердый, значит киви еще просто не дозрел. Твердый фрукт кислый и совсем невкусный. Этот продукт не относится к категории долго хранящихся. В среднем при комнатной температуре киви испортится примерно за 5 дней, но продлить его период хранения можно в холодильнике. Тогда срок годности продлится до 2 недель. Также можно покупать еще зеленые киви, они не будут портиться пару месяцев в холодильнике. А перед употреблением можно дать им дозреть, завернуть в бумажный пакет вместе с яблоками или бананами и оставить на несколько дней в комнате. Этилен, который выделяют другие фрукты, ускорит созревание. Невзрачный на первый взгляд фрукт таит в себе множество полезных свойств. Именно поэтому киви стоит употреблять хотя бы пару раз в неделю. А узнать, какие еще продукты помогут вашему здоровью, вы сможете, перейдя на наш канал. А на этом мы с вами прощаемся. Всем до новых встреч. Будьте здоровы!